Так, кто нам расскажет еще проблему? Давай еще. Денег не хватает. Тебе не хватает денег? Да. На что? Но слишком много хочу. Ты или жена? Да, наверное, я. Я и жена тоже. Так, и жена тебе. Я для жены. Ну, жена же работает? Ну, так она меня кормит. Ну, а денег нас не хватает. ситуация Скажи, что она лучше работала. И раз не хватает, она работает. Ну, что? Я свои говорю. 30 на не 70. помогает. Ну, 30 на 70. 30 на 70. Вашему бате в склад никто не нужен. Это подкат такой? Скажи это еще раз, но с акцентом этим, восточным. Они умеют, слушай. Эй, вашему бате на склад не нужен? Маша, красивая. Я максимально на Кавказ. Не, серьезно, тут нужно понять, или надо унять пыл, или начать больше Унять пыл? зарабатывать. Надо меньше есть, не 3 раза в Да, день. просто меньше есть. Один. Он не ест, он один и ест. Один раз? Да. А, значит, ты 5 раз ешь, получается. Больше, чем... Ты ешь один раз в день? Да. Вот Ну, сейчас. целый день, да? Ты такой просто растягиваешь прием пищи надолго. Не. А как? Не Как знаю. получится. Как получится? Ладно, на что тебе нужны деньги? Давай. Так, ой. Я сейчас как инвестор говорю. У меня нет, если что. Целый список я его приготовил. Да нет, конечно, но много всего. Там задачи. Задач, но не хватает. Да, не хватает. Вот. Ну, ты Наверное. работаешь все время. Постоянно работаю. Ну, надо начать менять работу. Раз не хватает. Да, надо. Мы решили твою проблему. Спасибо. Пожалуйста, Я обращайся. 5000. Это так А работает. пойдет на работу. Не, ну я знаю, ты много работаешь, у тебя много разных работ. Куча проектов каких. Так нет, вот я думаю, или меньше работать, или меньше думать. или меньше придумывать. Потому что каждая придумка это... Деньги. Да, Ты придумаешь, куда потратить деньги сейчас. да. Получается, деньги есть. Получается, много думает. Ты можешь его снять, чтобы он не думал? У вас тогда деньги в семье аккумулироваться начнут. Они же, видимо, только появляются, он такой, так, что бы еще придумать? Ну да, У нас проблема. Какая? Какая? У нас есть сучка резко. Сучка резкая? Наташ, не надо так о себе. Что это? Когда обрезаешь деревья, остаются ветки. Ты туда ее кладешь, и ее на щепу режет. Все, вот это сучка резко. А в чем проблема? А это уж ей... Она не режет сучки или что? Нет, потому что у нас нет вет. Одна... Там сучка резко. Я спрашиваю. Ну сейчас он купит сучки теперь. Нет, так это новый бизнес-план, он что-то придумает. Но зачем ему дать? Вот это еще бабки. Куда придумали сучкорез? 5000 надо. Сучкорез я уже взял, да. Надо теперь как-то придумать, что с ним делать. Да. Слушай, а у кого еще проблемы с бабками? Есть такие люди, у кого... Поаплодируйте, у кого проблемы с бабками? У вас тоже есть сучкорез, да? У меня нету мамы. А сучки А сучки есть? Подскажите, Вот как это работает. Так, проблемы с В бабками. секторе живем. У нас есть деревья, но их никто не А режет. сучков нет? Так, хорошо, у вас проблемы с бабками, да? То есть, ну, вы хотели бы бабок больше, да? А зачем вам деньги? А подождите, я уже научился. Иди работай. А зачем вам деньги? Школа дорогая. Какая школа? Вы что, в 11 классе? А, ребенок. Слушайте, ну, смотрите, но на самом деле, я так считаю, ну, мне так кажется, что деньги, это не может быть самоцель, это инструмент. Да. Вот Дима, да, вот Дима, например... Поменял инструмент деньги на инструмент сучкорезку. Да. Потом он может обратно инструмент сучкорезка обменять на деньги. Ну не суть, ладно, давай, смотри, давай я тебе так скажу. Зачем деньги? Деньги банально вот в том, чтобы ребенка отправить в школу, и чтобы у тебя было время не только зарабатывать, собственно, эти деньги, а еще и на себя. Правильно? Ну, Деньги на себя. Положить. время. Приятно лежать на деньгах. Чтобы было время на себя. Ага. На себя положить, то... Нет, а когда денег не хватает, то приходится на себя положить. Там так работает, я понимаю. Поэтому как бы, деньги в любом случае нужны как минимум на то, чтобы освободить время для себя. То есть ты покупаешь, получается... Время. Время. Больше времени, да. Потому что ты, когда Или сучкорезку, там ты не можешь круглосуточно заниматься ребенком. Не можешь, конечно. иногда растут сучки. Мы уже попробовали Мы уже год пробовали, прожить. никак. Без ребенка? С ребенком без Без- школы. А, ну, я понял. Тяжело. Тяжело. Тяжело, да. Вот поэтому, да, деньги нужны. Деньги нужны, чтобы покупать больше времени, получается. Вот, как бы да. То есть, если много денег, ребенка можно вообще отдать в школу на все время, правильно? Пока не ста- Когда ему будет 18, вернете, все. Не, почему? Я согласен, говорит, доченька, спокойной ночи, доченька, доброе утро. Не, ну так можно заезжать в школу, типа, Да. да. А, нормально, батя, да?
И она такая: батя, мне 30 лет, хватит целовать меня в лоб. Пожалуйста, у меня так ни одного парня не будет. Смотри, ну на самом деле, я считаю, ну я не знаю, как у вас эта ситуация, но в принципе любая кризисная ситуация, так пишут в книгах, она всегда открывает для человека море возможностей. То есть он, привыкая в комфортных условиях, то есть там, ну я свои 5000 гривен зарабатываю, не про тебя сейчас, Ярик. Про Диму, вот, на одной работе. Ярик, сколько? 5000 долларов, правильно ты зарабатываешь, правильно? К сожалению, нет. Ты что, ни пятерки не зарабатываешь? Да, я про баксы сказал. А, про баксы? Да. Я думал 5000 гривен. Да, Нет, ну, все я хотят, понимаю, это так, я понимаю. Ладно, шучу, все, Ярослав, шучу, это уже абьюз пошел. Смотри, я просто... Ярослав, если что, бьюсь там с самого начала. Да. Я так понял, вы потом к ним пойдете, да? Он сейчас наше шоу снимает. Такой типа, блядь, в следующий раз, в следующую пятницу мы здесь будем с женой сидеть. Итак, мы наконец нашли время на себя. И на вас. Слушай, ну смотри, я просто думаю так, что любое кризисное явление, оно всегда порождает какой-то вызов для человека. Что такой, ну, мало денег на школу ребенку, ну и мне денег мало. Может быть, я что-то подумаю. Ну, вот, например, Дима, опять же, пример, это наш... Не меньше брать, кстати. Попробуй половинку. Экономить на себе. Растянуть на 2 дня. Будет 2 сучкорезки потом. Да, то есть, ну, на самом деле, просто почувствовать какую-то возможность для себя в плане того же развития. Вот я, например, работаю в автошколе, никогда в жизни не думал, что там буду работать 2 года, и получилось, и мне нравится, классная тема. Я никогда не думала, что я пойду работать с детьми. Ну, нравится? Чуть-чуть чувствуете, что это ваше? Вам нравится это? Нет, в принципе, нравится. Я же пришла учиться на психолога, я много чего закончила, мне это нравится. Но Но вы с хотите денег? каждым годом все сложнее работать с детьми, потому что, Почему? ну, просто дети сложные. И сложные. О, это да, это хорошо. Это девиз на школе написано, ну, не на автошколе. Это сзади написано? Типа? Да. На входе школа, добро пожаловать, сзади родители пидорасы. Это издержки работы. Выгорание, во. Выгорание, так это Да, понятно. я знаю, я вас понимаю прекрасно, потому что я тоже работаю с детьми, и ну ты чувствуешь какой-то момент, что ну пора завязывать с этим, потому что ты тупеешь. На каком-то этапе реально тупеешь, деградируешь. Вот. Потом прихожу в автошколу, думаю, ну, дети нормальные, умные. Ладно, шучу, повырезать это все. Мне надо желать, я деньги люблю, Я это выложу, Денис, я это выложу. Мат, ты вырезал, а это выложу. заблюрьте. Напишите здесь профессионал 21, пожалуйста, вместо корпорации автошколы. Форсаж. Форсаж, да, форсаж. Профессионал, форсаж, все пишите. Денис, а почему ты одел футбол, худи корпорации автошколы? Ты же в Форсаже работаешь. Да. Это вначале я поставлю. И бабки оттуда. Мне форсаж понравилось, я там был. А мне нет. Ну, я там был на экстремальном вождении. Просто идите к плохому инструктору, и все. Нет, я просто хочу вернуться к этой всей системе, к этой всей теме с деньгами. Ну, в принципе, знаете, я вам так скажу про себя, да? Ну, если мы уже такие откровенные. Нет, скажи вслух. Я говорю вслух. Ира, запишите. Да. Книгу прочитал. Человек, ну, только... Библия комедии, пожалуйста, 10-я заповедь. Ну, да. Нет, просто я какое-то время, у меня был комплекс Плюшкина, когда я просто для того, чтобы были деньги, чтобы они вот лежали, и, ну, вот, у нас, ну, это комплекс, это не совсем правильный подход. То есть, и вот я купил летом машину, и я ее продал через месяц. Да, продал. Потому что для меня, в принципе, был стрессовый момент потратить большую сумму денег, потому что никогда так много не тратил. Я понял, вот у меня комплекс внутри меня. Машина была чисто, чтобы к психологу ездить. Да, я такой, ну, я не тяну, либо машину, либо психолог. Потому что машина дешевле, я продал ее. Не, просто правда, и я понял, ну, в чем у меня проблема, я боюсь расставаться с такими большими суммами. Это правда, это психологическая проблема, потому Меня что... тоже. У тебя муж есть. А ты знаешь, насколько проще, когда вот уже расстался с этой суммой, и у тебя как бы запаса на месяц-два, и все, да и дальше легко становится. Ты думаешь? Потому что худеть начинаешь, да? Не, я купил машину до войны, Так, поэтому там были другие перспективы до войны. так. Ну, Таксистом работать И можно. вот, у меня как бы машина появилась Во время войны. во время войны, Потому через что её полгода, доделывали. пока ее привезли, пока доделали. новая машина, еще одна? Из Америки, походу. Нет, Да, с Америки я просто Я ее купил, Битую. да. Там не было написано «не бита, не крашена, сел и поехал». Там бита, блядь, крашена, не сел, не поехал.
покупаете. Сейчас нету, сейчас о деньгах. Вот просто когда я уже расстался с этой суммой денег, пускай не сразу, потому что там сначала там, на аукцион, потом на ремонт, потом на ремонт продавали, точные расходы, но не суть. Потратил большую сумму денег, то есть основную. И у меня есть машина, у меня нет денег, и у меня нету этого запаса, и да, и ты к этому относишься уже проще на самом деле. То есть ты живешь уже, по-другому. Блядь, у тебя не получится, вот как ты думаешь, пойти. Вот, блядь, сейчас все заебало, и я пойду, наверное, уволюсь с работы, пойду сменю профессию, блядь, там на 3-6 месяцев пойду на курсы. Там, Нет запаса расслабленности, получается. Запаса, и тебе нужно как бы вот что-то решать здесь Вот почему я сейчас. его Да, если было ощущение, вы говорите, у вас жена психолог. Ощущение, что вы эту проблему уже прорабатывали не раз, потому что вы такой, да нет, все нормально, нормально, я уже расстался с суммой, все хорошо. Я проработанный. Мне уже хорошо, я уже не переживаю, все в порядке. Я вкидываю деньги в нее, но это хорошо.